Карина, что опять? Земля из-под ног уходит. А я по следам. Ай, домой. Как тебе наше утро? Петюнь, домой пойдем? Пошли домой. Нет, пошла гулять. Привыкли. Я уже привыкла. Привыкать. Обещают всю неделю снег. Ну да, привыкать надо. Всем привет! Хотим вас познакомить с каналом «Рожденные в деревне». На канале семья показывает и рассказывает, как они проводят выходные дни в деревне. Исходя из названия, понятно, что ребята родом из деревни, и в один прекрасный день они поехали в город учиться, и там остались. Но всегда их тянуло обратно. Спустя 10 лет они решили приобрести свой собственный дом в деревне. Смотрите, с чего начиналась вся эта история. Ссылочку на канал «Рожденные в деревне» я оставлю в описании к этому видео. Переходите, подписывайтесь и пишите комментарии. Патрик! Пацаны убежали, блин, а обратно не хотят. Иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Патрик! Макс! Сейчас будем делать хитро. Макс! Иди ко мне. Иди ко мне, мой хороший пес. Иди сюда. Давай домой. Давай домой. Заходи, молодец. О, Макс, ты послушный. Молодец. Макс хороший. Сейчас Патрика загоним. Патрик, иди сюда. Иди ко мне. Иди сюда. Иди сюда. Иди ко мне, мой хороший. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, я сказал. Правильно. Вот там. Там и стой. Иди сюда, сказал. Стоять. Стоять! Я сказал сидеть. Все, пойдем. Ты иди сюда. Ах, ты еще драться со мной будешь, да? Все. Стоять! Ну-ка. Дай... Не дает за ошейник схватить. Давай. Все. Ох, сопротивляется. Маленький, а? Ну-ка, давай домой. Все. Где перчатку потерял? Вот она. Все, закрываем. Всем привет. Сегодня будем опять продолжать делать камин. Получается, это третий день. Да, третий. Четвертый, да? Уже пятый. Я пятый день уже делаю камин? Да, сейчас все пятое будет. Ну, короче, вот пятый день, как я кладу камин. Вот. Сейчас буду делать вот этот зуб. Подготовил уголок. На него будет вот так ложиться кирпич. Вот. Ну, там, понятное дело, будет подкладываться этот раствор. И он будет ровненький. Вот. Ну и дальше буду уже обкладывать. Сюда сейчас сделаю подпорку. Поставлю, чтобы вот этот верхний кирпич свести. Вот. Потом, когда все схватится, уже все уберу. Вот, и установлю дверь. Дверь установлю в самый последний момент, потому что не хочется, чтобы она там пачкалась в растворе, потом лишний раз мыть. Она и так ее берешь руками, перчатками, там грязь остается. Вот, в самый последний момент установлю ее. Вот, и буду дальше уже ложить камин. Сейчас подготовлю раствор и приступим.
привет. Зима вернулась на просторы Кубани. Зима пришла. Ага. Тоже с лопатой чистит. Патрик, да, здесь? Ну да. Бегал. Душа, а можно это туда выкинуть? Нужно. Наоборот, земля пропитается. Знаешь, это очень хорошо, с одной стороны, что, опять сейчас скажу, это просто мое мнение, я это не утверждаю на 100%, а то сейчас начнут поправлять. Прошлую зиму у нас была сухая зима. Дождей-то как таковых не было, снега тоже не было особо. И вот потом все лето и весну у нас очень было много пыли с полей летело. А в этом году, достаточно влажно. И мне кажется, у нас лето будет хорошее. Посмотрим. Вот, и земля должна быть такая хорошо пропитанная водой, потому что и снега, и дождей. Вот, и растительность должна хорошая, и пыли быть меньше. Поэтому закидывай все сюда, чтобы твои розы потом, как такие бутоны, как пошли, и до самых холодов. Так еще это немного, да, снегу? Ну, если верить прогнозу, то у нас, поверь, еще снега будет ого-го. Ночью обещают минус 21. Так что надо сегодня пацанам. Дядь Коля пришел. О, а що ти чисто, що він фотографує? Ну йолки, а наоборот. Наоборот. Ну що, настояща зима. Настоящий. Ага. Во. Я тобі казав, Така що більше нравиться. у нас після Нового года буде. Это может до конца января будет зима. Это хорошо. А сейчас минус 21 обещают. Вони неправду кажуть. Главное, чтобы ветра не было. Да. Ты знаешь, я сейчас хорошо, я знаю, коли ты встаешь. А знаешь почему? Глянув, голуби сидять, значит встал. Не, они с утра не вылетали. Они с утра там спрятались, сидели. Ну я обично подивився, а сидять, значить уже.
Ну что, Патрик, пойдем на речку? Где вы там? Ой, ты молодец. Пойдем, Руш, на речку с ними. Вот такая зима на Кубани, да? Макс, красавчик. Ой, ты молодец. Ой, ты молодец. Умный пес. Ой, боже. Не дает, видите, ревнует. И за хвост кусает. Тихо, только не... Повезло, что у тебя хвоста нет. Вот тогда раздерутся. Дай бог Максу больше внимания уделишь. Ревнивый пес. Макс хорош. Не надо, видишь, он его сразу начинает за хвост кусать. Патрик, патриотик. Ой, блин, прыгает-то как, а? Бегите, бегите, не ссорьтесь. Только не ссорьтесь. Да, патриотик? Патричка. Давай, Максик, молодец, умничка. Побежали. Патрик. Идем среди наших камышей. Какая здесь дорожка. Пацаны уже на речке. Нет, они в камышах где-то там носятся. Слышу треск камышей. Так, один здесь. Второй вылезти не можно в камыши. О, второй вылез. Ой, Патрик какой-то снежный. Что там, Руш? Лед? Это не лед, это снег. Такое ощущение, что замерзло, нет? Нет, это снег пропадал. Ага. Че, где лебедь? Там вот я вижу уток полно. Максик, выходи. Это они большие. Кто, утки? Ну да, это не утки. Не, утки. Вон там плавают утки. И вот они летят, видишь? Сюда, к нам. Утки. Вернее, не к нам. Ну здоровые какие-то утки. Либо мне так кажется. Вон лебеди. Где? Вон. Ой, далеко, я даже не смогу увеличить. Видать, где-то там у них гнезда, потому что они почему-то там постоянно тусуются. А, вот он, гад. Полетел. Так спугнул. Угу. Где? Вот, смотри, видишь? Пятачок. Пятачок. Собака не может, допустим, вот в такое расстояние, грубо говоря, прыгать. Видишь, получается, у них задние лапы здесь, и передние вот так. Вот раз, два, три. Видишь, через какое расстояние?
Знаете, на кого он охотится? На Макса. Вот сейчас он лежит, выждет и побежал. Опа! Патрик, ты же весь мокрый, жук. Иди сюда. Нет, если взять Патрик, может через такое расстояние прыгать. Не, но у него следы, обрати внимание, видишь, другие немножко. Да, собаки наш. Хороший. Хороший. Красавчик мокрый. Пойдем домой. В будку сушиться пойдем. Мам. Патрик, блин, зараза. Не подпускает, видите? Все, сразу кусать начинает. За шейник, смотрите, схватил и тянет его. Смотрите, что делает, а? И так это они и ссорятся. Так, патриот. Патриот. Ага, скажи, теперь не догонишь меня. Вот его стойка, блин, это жопа кверху, блин. Как у козочки. Козленок. Патричка. Макс! Что, дядь Коля здесь лодку припарковал? Нет, Это не наш, это дядь Вовина. Кладка. Вот мы Патрика вот таким темпом заводим. Да-да. А Макс сам забегает, а Патрик нет. Его только нужно хитро ловить. Не хочет он сидеть. Патрику всегда особое приглашение нужно. Да, особый подход, чтобы завести домой. А Макс умничка, да, Макс? Сам бежит. Макс послушный. Смотри, одна, блин, гулёна. У нас уже просто не второй раз за сегодня гуляет. Гулёна. Это, кстати, Цыпа маленький, который уже такой он большой. Вымахал. Красавчик. Скоро нестись начнут. Ну, яйца будут мелкие, потому что у них почему-то яйца маленькие очень. А потому что они такие миниатюрные, да? Ну да. Скажи, вот вышла, скажи. А может, она еще вчера вышла? Нет. Я видел страх. А теперь не знает, как зайти обратно. Пойдем. Цыпа. Пойдем, типа. Следов, главное, интересно, нет? Как вышла? Непонятно. Ну, Рушан дорожку прочищает для королевишны, чтоб зашла. Курятник. Пугаешь. Сейчас побежит. Скажи, хочется и страшно. Беги. Интересно, да, почему преграда вот так вот снег и не может? Ну, боятся, они тоже проваливаются же вот этот снег, и для них это тем более новое. Если те куры уже как-то через это проходили, а для этой же это первая зима. Угу. Красота. Сейчас еще морозец хватит, и вообще будет классно.
Ты видел? Да. Тебе там нравится, Нэнси? Сейчас-то. Да блин. Вот так. Ну как? Ну вот. Первый наш камин. Почти готов. Тут зря ты облокачиваешься, еще не схватилась. Я не могу, а что какой-то? Кирпич отошел? Может отойти. Нет, я не на этом. Не облокачивалась? Нет. Ну вот. Осталось сделать дымоход. Вроде вырисовывается, да, картинка? Здесь такая полочка большая. Я думала сперва, что полка будет поменьше. Но думала, наверное, чуть больше это будет. А что потом на нее ничего не поставишь? А Рушан говорит, а что, говорит, такую маленькую делать, там ничего не поставишь, ничего на нее. Ну, Тем более еще когда мы будем декорировать, она немножко тоже съестся. да. Вот поэтому вот так вот. Круто получается, мне нравится. Так, ну я покажу, как там изнутри дымоход сделан. Вот здесь получается, не знаю, видно, нет? Ну, короче, там такой, типа, изгиба получается. Дым поднимается сюда. Сначала, получается, дым ударяется об зуб, потом заходит сюда и возвращается сюда и пойдет вверх уже. Здесь будет задвижка уже стоять под самый верх. Вот. Ну, здесь, конечно, сузится постепенно дымоход. Ширина дымохода будет вот такая, грубо говоря, вот она будет вверх подниматься, столб. Вот. Но, по сути, дымоход уменьшится, грубо говоря, еще на 1 кирпич. Вот такой квадрат получится. Вот. Так что, в принципе, я говорю, вот такую, с таким дымоходом, как вот я изучал, то, что можно даже с открытой топкой использовать. Но в нашем случае не пойдет открытая топка, потому что у нас вот эта часть маленькая, мы экономим место, поэтому и делали с закрытой топкой. Ну и плюс еще безопасно. На камеру он больше смотрится. Да? Угу. Вот. Но на самом деле как бы он не так уж большой. Дай-ка вот поснимаешь меня, я сейчас рулеткой замерю, скажу размеры его. Потому что, в принципе, камин уже почти закончен. Осталось задекорировать и установить. Там камин у нас получается, у него размеры 110 на 70. Нормально. Вот. А сама топка получается, ну, грубо говоря, будет где-то 45. Она полезла. Мне там нравится. Да, уходи. 45 на 60. Отлично.
Ну и по высоте получается. У нас минусуем сразу, грубо говоря, пол. Теплый, который будет плюс кафель. Вот, по высоте у нас 123. И дальше уже доработаем. Ты рассказывал, да, что вот этот вот кирпич у нас не считается, у нас будет заливаться здесь теплый пол. Я не помню, рассказывал, не рассказывал. Ну, повторюсь еще раз, если не рассказывал, если рассказывал. Вот уровень у нас вот до сюда, этот кирпич будет уходить в пол, потому что это будет заливаться теплый пол. Плюс кафель. Вот, и, грубо говоря, считаю высота камина именно вот отсюда. Вот, 2 ряда получается, потом уже сам камин. Это отдушина, вытащится кирпич. Вот, ну сюда вставится дверь. Круто. Вот смотрите, здесь будет диван. Вот здесь. Здесь. Камин. Видите, насколько далеко камин стоит. Ну, да. Предостаточное место. А что здесь ставить? Пустую комнату, что ли, или шкафами заставлять? Просто были такие комментарии, зачем вам камин, у вас и так мало места. А что нам в пустой комнате сидеть? Это гостиная. Да, и заставлять, Нэнсичка, девочка, ты ведь так всех любишь. Это, шкафами заставлять? Нет. Ну, мы так захотели. Честно, что вот здесь проход будет маленький. Вполне нормально. А можешь измерить, какой здесь проход? Подержать? Давай. Ну, вот 190, просто 95. 2 метра. Почти 2 метра, да? Нормально. Куда? Куда больше? Зачем? Тем более Рушан хотел, да, камин? Конечно, это, можно сказать, моя мечта. Угу. Тем более сам построил. Молодец. Ну Вот все. так здесь кресло поставил, допустим, или что-нибудь такое, раз, возле камина сидишь там, отдыхаешь. Либо вот, допустим, там 2 стула, там гости приехали, там сидишь, надо, играешь возле камина, он трещит, огонь, классно, это все. Ты девочка наша такая любимая, такая принцесска. У нас не столько, сколько тепло, чтобы греть, потому Мы что, греем, в принципе, теплый пол. Это чисто как бы вот просто вот посидеть возле, послушать треск дров, как они горят. Ты девочка такая, девочка, девчоночка. У нас бывает весной, осенью точнее. Ах ты зараза, когти обними меня точно. Осенью бывает, мы еще отопление не включили, вот, ну, пошел дождь, и температура как бы немножко так это упала, вот, и вроде бы как бы отопление не включишь, вот, но дома хочется вот немножко такого тепла. Раз, зажег немножко, по-моему, ну, более-менее так тепло. Да даже когда на костер смотришь, уже тепло становится. Да. На огонь, вернее, да? На огонь, да, смотришь. Если говорят, то, что на 3 вещи можно смотреть бесконечно, как горит огонь, как течет вода и как работает человек. Ну все. Будем заканчивать. Пойдем кушать. Обязательно ставьте пальцы вверх. Как говорится, это первый камин. До этого никогда в жизни я его не делал. Все, побежали на кухню. Ты побежишь? Нэнси, скажи всем пока. Скажи всем пока. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.